Привет, меня зовут Лена. Я готовлю папа-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень эффектный торт «Цифра» в ПП-варианте. У него мягкие коржи и вкуснейшая начинка малина-шоколад. Этот торт содержит достаточно много белка и мало углеводов. Все секреты его приготовления смотрите в этом видео. Для коржей нам понадобится 180 грамм творога. Подойдет любой творог, в котором нет избытка жидкости. Добавляем 170 грамм мягкого творога. Тщательно измельчаем эти ингредиенты блендером до максимальной однородности. Получается вот такая гладкая масса. Добавляем в нее одно яйцо и размешиваем до однородности уже лопаткой. Отдельно соединяем сухие ингредиенты. Суммарно нам понадобится 200 грамм муки. У меня это 100 грамм муки зеленой гречки, 60 грамм соевой муки и 40 грамм миндальной муки. Она сделает коржи более мягкими и рассыпчатыми. Если вы так же, как и я, используете безглютеновые виды муки, то обязательно добавьте 2 грамма ксантановой камеди. Этот ингредиент поможет сделать тесто пригодным для раскатки. Если у вас нет камеди, то рекомендую использовать псилиум или хотя бы половину муки заменить на глютен содержащую. Добавляем подсластитель и 5 грамм соды. Перемешиваем все сухие ингредиенты. И добавляем их к жидким. Тщательно соединяем их сначала лопаткой, а потом руками. Если тесто еще слишком липкое, добавляем муки. Вымешиваем. Должно получиться мягкое тесто, которое немного липнет к рукам. Это нормально, это нам не помешает. Причем с более мягким тестом и коржи получатся мягче. На коврик или бумагу для выпечки выкладываем большую часть теста. Разминаем его руками. Немного присыпаем мукой. Накрываем пищевой пленкой и раскатываем тесто в пласт толщиной примерно 0,7 см. Нужно, чтобы его площади хватило на запланированную цифру, а может быть несколько цифр или фигуру. У меня это вот такая большая восьмерка. Снимаем пленку, накладываем цифру, вырезанную из пекарской бумаги, прорезаем ножом по контуру и снимаем остатки теста. Получается вот такая аккуратная восьмерка. Таким же способом делаем вторую восьмерку. Цифры вместе с ковриком перекладываем на противни. И натыкаем вилкой всю поверхность. Оставшееся тесто я раскатала и вырезала звезды с помощью формочки. Получатся такие мягкие печеньки. При желании их можно будет использовать в декоре. Отправляем коржи выпекаться в разогретую до 160 градусов Цельсия духовку примерно на 30 минут. Готовность проверяем зубочисткой. За это время коржи начинают румяниться. Можно достать коржи из духовки и раньше. Обычно они готовы уже через 20 минут, просто цвет будет не такой аппетитный. Коржи должны получиться вот такие гибкие, гнущиеся и ни в коем случае не сухие. Если крем и начинка пока не готовы, то упаковываем коржи в пищевую пленку и храним в холодильнике до сборки торта. Для начинки нам понадобится 300 грамм малины. У меня это размороженная ягода с соком. Измельчаем блендером до состояния пюре. И процеживаем это пюре через сито, чтобы избавиться от мелких косточек. Я перетираю ложкой. Этот процесс не очень быстрый, но зато результат получается отличный. 240 грамм вкуснейшего однородного малинового пюре.
Сегодня я буду готовить из него необычную начинку на агар-агаре. Добавляем подсластитель и 5 грамм агар-агара. Перемешиваем. Отправляем на плиту и доводим до активного, уверенного кипения. Кипятим 1-2 минуты. Агар-агар застывает при 40 градусах Цельсия, так что оставляем его на несколько минут при комнатной температуре, дожидаясь остывания. Когда вы видите, что сверху на пюре начинает образовываться корочка, значит агар-агар начинает схватываться. Но нам нужно получить не плотное желе, а мягкую пюреобразную текстуру. Поэтому используем блендер и измельчаем эту начинку в пюре. Во время измельчения начинка уже полностью остывает. А в результате мы получаем мягкое и очень насыщенное малиновое пюре, которое идеально подходит для такого торта. Перекладываем начинку в кондитерский мешок. В качестве дополнительного вкуса у меня в торте будет шоколадная паста. Она совершенно не обязательна, но на мой вкус прекрасно сочетается с малиной. Соединяем в сотейнике 40 грамм молока, 10 грамм какао, 7 грамм сухого молока, подсластитель и 7 грамм масла, у меня кокосовое. Перемешиваем все ингредиенты и увариваем их до загустения. Это происходит очень быстро, обычно масса даже не успевает закипеть. Получается вот такой нежный шоколадный крем. Перекладываем его в кондитерский мешок. Для крема нам понадобится 600 грамм рикотты. Она должна быть комнатной температуры. Добавляем к рикотте 25 грамм кокосового масла. Можно использовать и другое масло, которое застывает в холодильнике. Подсластитель по вкусу и 1 чайную ложку натурального экстракта ванили. Тщательно измельчаем все ингредиенты с помощью блендера. Нужно получить вот такой мягкий, гладкий, однородный крем. В зависимости от вида рикотты крем уже может держать форму, как у меня. А возможно, его нужно оставить в холодильнике на несколько часов, чтобы он загустел. Перекладываем крем в кондитерский мешок, можно с насадкой, и храним в холодильнике до сборки торта. Распаковываем коржи. Перекладываем первый корж на подложку или доску, на которой будет подаваться торт. И эти коржи можно немного пропитать. Много влаги они не впитают, но 10-15 грамм вполне. Я использую воду с медом, но можно взять и другую жидкость. Излишки убираем салфеткой и дожидаемся, когда пропитка полностью впитается. Выкладываем розочки крема по всему периметру цифры. У меня на первом слое будет ванильный крем по краю и малина с шоколадом внутри. Выкладываю точечно малиновую начинку, оставляя немного места для шоколадной. И свободные места заполняю шоколадной начинкой. Накрываем вторым коржом, слегка прижимаем. И повторяем все то же самое. Только в этот раз я не все заполняю ванильным кремом, а оставляю много свободных мест. Также я слежу, чтобы розочки крема по контуру повторяли рисунок на нижнем слое. Свободные места заполняю розовым кремом, который получить очень просто. Соедините остаток ванильного крема и малиновой начинки. Перемешайте до однородности. В качестве декора у меня сегодня белый шоколад без сахара, немного подкрашенный натуральным красителем. И вот такие необычные крошечные зефирки из черной смородины. Ссылки на эти ПП-рецепты я оставлю для вас в описании к этому видео. Торт желательно оставить для пропитки в холодильнике как минимум на 2-3 часа. Если оставляете надолго, то обязательно храните торт в коробке. Получается такой нежный декор в пастельных оттенках. Простой и вкусный. Такой торт очень радует глаз и прекрасно подчеркнет ваш праздник, будь то возраст именинника или другой смысл, который вы в него вложили. Давайте его разрежем.
Торт довольно мягкий, а внутри потрясающая насыщенная малиновая начинка. В сочетании с шоколадом это очень вкусно. А нежный ванильный крем на рикотте прекрасно их дополняет. Все вместе это вкусный и полезный ягодный тортик. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!